Я прекрасно понимала, как у классика, да, что от любви бывают дети, но мне казалось, что со мной такого не может быть. Моя первая реакция была, конечно же, слезы. Сразу мама убьет, правильно? Когда ты проходишь мимо, бабушки все возле подъезда замолкают и смотрят. Закрывается дверь, и начинается шуршание. Начнем с того, что я забеременела в 17 лет и сделала аборт. Родители настояли, и я, в принципе, была тоже согласна, что это был конец школы, мы не думали ни о каких детях, внуках и так далее. Буквально полгода, даже чуть меньше, я забеременела снова. Предохранялись хаотично. То есть как бы да, но иногда нет, потому что дело молодое, страсти кипят. Знакомы мы были с раннего детства, это соседние дома, классика истории про раннюю любовь. Мы не специально не предохранялись, чтобы появился ребенок, но, видимо, плохо предохранялись. Считала себя слишком взрослой, самостоятельной, но, в принципе, так случилось. Пришлось быть взрослой, самостоятельной. Мы познакомились очень банально ВКонтакте. Наверное, мы месяца 2 или 3 дружили, а потом пришла весна, расцвели цветочки, гормоны. Это был всего лишь один-единственный раз. Кажется, что это может произойти с кем угодно, но только не с тобой. Тем более, что даже все мои одноклассницы, многие из них не предохранялись, они говорили, не знаю, нам неудобно, и все было ок. Сказать, что это первая любовь, не сказала бы, но было какой-то такой интерес. Он был старше меня на 3 года. Когда я сказала о том, что я беременна, он мне сказал, да, я знаю, я это сделал как бы намеренно. Он не из Минска сам. Может быть, это было сделано для того, чтобы как-то поиметь прописку. Это был такой какой-то невероятный груз эмоций, его просто было невозможно вынести самостоятельно. То есть просто хотелось кому-то сказать, помоги, что мне сейчас делать. Моя первая реакция была, конечно же, слезы, а потом было неведение, что делать дальше. Это школа, я училась в школе, как сказать родителям. Это же, как у нас сразу мама убьет. Правильно? Я достаточно быстро поняла, что я беременна. Я отправила своего молодого человека за тестом в аптеку. Мы сделали тест, все понятно. Неготовность к ситуации была в любом случае. Это не страх, это не проблема, а с ситуацией, к которой ты психологически не готов. Все варианты, да, и аборт рассматривался как вариант. Второй раз я точно знала, что я больше на прерывание беременности не пойду. Мне не было еще полных 18, и до 18 лет я никому не сообщала. Я не хотела, чтобы никто за меня принимал вот этого решения, да, то есть 18 лет, я взрослый, ответственный человек, да, и я что хочу, то и делаю. Хочу – рожаю, хочу – не рожаю, хочу – бросаю университет и так далее. Омерзительно, скажем так, со стороны администрации школы, потому что когда они узнали, что я беременна, забирайте документы, уходите. На что мама сказала, вы не имеете права выгнать нас. Надо учиться до апреля, и все, там ставьте оценки, скажем так, по итогам четверти. И, она будет числиться, но ходить просто не будет. Я ушла из школы, это был 10 класс. Тяжелая, в смысле, беременность была, у меня был поздний токсикоз, гистоз, эти отеки. Для организма, понятное дело, что это не есть хорошо. Ушла и понимала, что следующий год не пойду, потому что ребенок как раз летом, родился и совсем маленький будет. Всегда есть варианты доучиться. Для сверстников я просто перестала существовать как девушка вообще. Девочки скорее смотрели как на дурочку. То есть вообще в целом окружение, знаете как, отошло на 2 шага назад, да, и повесило ярлык. Ты малолетняя, ты, знаете как, наркоман, проститутка, да, и малолетняя родила. То есть примерно все так, в одну линию. Да, это было тяжело. Когда я становилась на учет, меня просто спросили, это было по обоюдному согласию или нет. Очень много задавали вопросов про отца ребенка в том плане, что ты уверена, что это именно этот человек? Меня тогда немного обижало, потому что,
Конечно, я знала, кто отец ребенка, потому что других вариантов просто не было. Когда ты проходишь мимо, бабушки все возле подъезда замолкают и смотрят. Закрывается дверь, и начинается шуршание. В роддом приезжаешь, и там и только ленивый не спросил отказник. Отказываемся. Врач себе могла позволить любые высказывания, я просто молчала, потому что, опять же, мне было страшно, я не знала, что отвечать, как за себя постоять, что делать, как правильно, как неправильно. Были такие взгляды, типа, нагуляла, скажем так, падшая женщина. Я очень мало обращаю внимания на то, что обо мне думают. И на тот момент я настолько была окрыленная своей беременностью, вот как-то так, что я не замечала, что там на меня тыкают пальцем, что-то говорят, или как-то мне было все равно абсолютно. Когда, новость узнала моя мама, меня не было, потому что я сказала, что все, накосячил, разбирайся. Он разобрался, сказал, прошу руки вашей дочери. Она сказала, да ты что? Она же еще молодая. Совсем молодая, говорит, маленькая. Не скажу, что она там переживала очень сильно, и у нее случилась депрессия. Она, правда, я была самостоятельной. Я там с 13 лет работала летом вместо каникул или еще что-то. Она знала, что справимся. Мама стоит на кухне, готовит там что-то, приходит дочь, кидает ей этот тест с 2 полосками. Честно говоря, я не помню, чтобы там на меня ругались или какие-то нравоучения читали. Папа со мной просто не разговаривал где-то месяца 2, а в какой-то момент он ко мне подошел и попросил встретиться с моим молодым человеком, собственно, и со мной, просто сесть за какой-то стол переговоров, просто поговорить. В конце сказал ок, живите, благословил, и с тех пор все, мы общались как раньше. Я долго маме не говорила. Получилось так, что она сама утром, когда я собиралась в школу, посадила меня на стул и сказала мне, просто глядя в глаза, говорит, ты беременна? Про аборт, скажем так, я начала говорить, что я хочу аборт, и потому что, как это, тогда на тот момент я не понимала, как это вот в 16 лет, как воспримет общество, у нас же общество такое. Врач сказала, да, можно сделать аборт, но это будет чревато последствиями, то есть, возможно, детей больше у меня не будет. На что мама сказала, что никаких абортов, все, мы идем рожать, все. Мой папа поставил 2 условия. Первое, надо закончить университет. И второе, никаких внебрачных детей, только замуж. Оба из них я выполнила. Целую кипу книг себе взяла про беременность и роды, читала, я ввела там всякие эти правильное питание, зарядкой занималась специально для... То есть я была как полноценная мама, которая как будто бы планировала эту беременность. Вот я могу сказать, что я в 16 была более ответственной и тревожной, и лучшей мамой, чем сейчас. Не рутинно мне было, интересно мне было, нравилось, трудно, господи, трудно, тяжело, тяжело, вот как по-мамски, как любой маме в декретном. Мне не хотелось на концерты тусить, мне хотелось в университет и учиться. Если я хотела тусоваться, я спокойно могла попросить маму, она посидит с ребенком, я пойду потусуюсь. В этом не было ничего такого страшного. И, скажем так, что я была как-то ущемлена, закрыта, или у меня не было там юности и молодости, у меня все было. Я прекратила общение с всеми друзьями. Я помню, что мне звонили одноклассницы, а я всем отказывала, говорила нет. Мне казалось, что меня не понимает никто, что у меня совсем другая жизнь. Только где-то через год, когда ребенок подрос, я стала уже как-то оживать. То есть до этого мне казалось, что все, мне 18 лет, жизнь закончилась, давайте следующую. У этой истории ранней беременности, конечно, хэппи-энд. Мы вместе с моим человеком, на данный момент мужем, практически 15 лет. Старшей дочке 13 лет, а есть еще 2 младших дочерей. Мы молодые, красивые, вся жизнь впереди, а при этом да, мы многодетные родители. Первые 3 года, да, я была поглощена своим ребенком. Все, потом, когда мы развелись с мужем, с тем, естественно, прошло время, и мне, конечно, захотелось как-то все-таки уже, может быть, найти вторую половинку. Сейчас 2-й раз в разводе, и 2 мальчиков я ращу сама. Мы по-прежнему вместе, уже, получается, 9 лет.
Я не могу сказать, что это были самые прямо легкие годы. Секрет того, что мы не развелись, да, хотя таких моментов, как я думаю, у всех было очень много критичных, да, пограничных. Наверное, в том, что мы просто росли вместе, срослись корнями в какой-то момент и уже просто стали таким единым целым. Прожили мы вместе 10 лет, неплохо сложились отношения, жили мы достаточно, хорошо, но в какой-то момент, я не скажу, что кто-то кого-то перерос, все выросли в разном направлении. Может быть, я не женщина, амбиций у меня много, а он так, ему бы попроще. Никто не остался недоволен, все счастливы, все нормально общаются, дружат, все хорошо. В обществе есть такое мнение, да, что если родила рано, то все, поставила на себе крест. Нет, я закончила институт, достойная профессия, достойная работа, все у меня есть. Пока ребенок был маленький, я закончила курсы 9-месячные какие-то. И я начала работать дома. Была цель заработать столько денег, чтобы о них не думать. Но я с этим справилась достаточно быстро. К 25 годам я хорошо зарабатывала. Да, я считаю себя реализовавшимся человеком. Получила диплом по той специальности, которую хотела. И работаю. У меня свой бизнес, я директор туристического агентства. Его я начинала, будучи на 5-м месяце беременности, 2-м малышом. И, возможно, вот эта моя первая беременность сыграла роль в том, что мне было не так страшно начинать какое-то дело. У него прям такая вот была, первая любовь, конечно, прям вот все, я прям чуть ли не женюсь. Я сказала: стоп, сын, нет, давай мы не будем торопиться, не будем делать так, как мама с папой, а ты подумаешь, подрастешь, но он должен немножко, как мужчина, немножко состояться хотя бы для того, чтобы создавать семью. Много значит не только половое воспитание, а вовремя объяснить ребенку осознанность, да, вот этого шага, потому что он должен четко понимать, с чем будет иметь дело. Мне кажется, что в моем образовании, так скажем, о половом воспитании, чего мне не хватило? Мне не хватило, наверное, таких историй, как мы тут рассказываем, потому что все эти образовательные книжки, мультики, фильмы, это все прекрасно и хорошо, но далеко от какой-то реальности. Беременность ранняя – это не приговор, это не какая-то смертельная болезнь, которой надо бояться и трястись. Лучше ее предупредить. А если случается беременность в раннем возрасте, это не конец света, это не конец жизни, это не катастрофа. Да, будет тяжело, но мы справимся.